Из этого видео вы узнаете, что такое валютная биржа, кто предоставляет доступ к бирже валют онлайн и как осуществляются торги на валютной бирже в реальном времени. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое валютная биржа и каковы ее особенности? Валютная биржа — это место, где осуществляется свободная купля-продажа национальных валют, исходя из курсового соотношения между ними, складывающегося на рынке под воздействием спроса и предложения. Этому типу биржи присущи все элементы классической биржевой торговли. Первоначально целью создания валютной биржи было обеспечение удобства обмена валют. Однако постепенно эта задача отошла на второй план. Сегодня валютные биржи в первую очередь используются трейдерами с целью получения прибыли. У валютной биржи есть ряд особенностей, которые сильно отличают ее от других видов бирж. Давайте в них разберемся. Первая особенность. Торговля ведется в онлайн-режиме. Чтобы торговать валютой, не нужно никуда ходить. Достаточно скачать на компьютер специальную программу «Торговый терминал», и можно приступать к торгам. Причем не только торговля проводится через сеть, но и вся информация о курсах валют, экономических новостях аналогично передается по интернету. Смотрите также видео о том, как торговать и зарабатывать на валютном рынке Форекс. Вторая особенность. Валютная биржа работает круглосуточно каждый будний день. Торги не прекращаются ни днем, ни ночью. Биржа закрывается только в выходные дни. Даже во время перерыва в работе валютной биржи осуществляется изменение курсов валютных пар. Нередко после выходных под влиянием серьезных событий трейдеры наблюдают разрыв курса какой-либо валютной пары. Такую ситуацию называют гэп. Третья особенность. Ценовые колебания на валютной бирже не такие резкие, как на фондовой. Если акции на фондовой бирже могут взлетать и стремительно падать, то валюта движется относительно стабильно, резких скачков не совершает, а если они происходят, обычно курс возвращается к прежним уровням. Соответственно, валютные курсы легче предсказать. Обвалы случаются не особо часто. Но это не значит, что их не бывает совсем. Про особенности торгов на фондовой бирже мы уже рассказывали в нашем прошлом видео. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Четвертая особенность. Трейдерам предоставляется кредитное плечо. Валюта продается лотами, величина минимального лота устанавливается на каждой торговой площадке индивидуально. Трейдер не может совершить сделку с несколькими денежными единицами. Любая сделка должна быть кратна величине минимального лота. Подобную проблему решает кредитное плечо, которое дает возможность торговать на заемные средства, предоставляемые брокером. С ним трейдер может получать в разы больше прибыли, однако в случае неудачи потери будут также существенные. Его значения отличаются у разных брокеров и редко превышают размер 1 к 500. Крупнейшие валютные биржи мира. К ним можно отнести такие площадки, как Европейская опционная биржа в Амстердаме, Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов, Немецкая срочная биржа во Франкфурте, Биржа срочной торговли в Сиднее, Сингапурская биржа, Австрийская срочная опционная биржа в Вене. Деятельность валютных бирж в России контролируется Центральным банком. К основным биржевым площадкам относятся Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ. Это самая крупная валютная биржа не только в Российской Федерации, но и во всей Европе. Является одной из секций Московской биржи. Санкт-Петербургская валютная биржа, СПВБ. Помимо торгов по иностранной валюте, ведет торги по субфедеральным облигациям Санкт-Петербурга и нескольким акциям российских крупных компаний. Сибирская межбанковская валютная биржа, СМВБ. Участвует в торгах на валютных, фондовых и товарных рынках. Основные функции валютных бирж. Формирование и регулирование биржевых цен. Материально-техническое обеспечение торгов. Отбор участников биржевых торгов в соответствии с установленными биржей критериями, учитывающими финансовое состояние лица и его деловую репутацию. Разработка правил заключения и исполнения биржевых сделок. Контроль за соблюдением данных правил и законодательства, включая полномочия по наложению санкций и применению превентивных мер. Приостановление торгов, отстранение отдельных участников и тому подобное. Разработка юридических и финансовых механизмов, обеспечивающих исполнение обязательств, возникающих из биржевых сделок.
Распространение информации о ценах, складывающихся в результате биржевых торгов, и количестве заключенных сделок. Сведение заявок противоположной направленности, в результате чего заключается сделка. Определение и учет взаимных обязательств участников торгов. Осуществление расчетов по обязательствам, возникающим из сделок, заключенных участниками биржевых торгов. Как правильно играть на валютной бирже онлайн? Поэтапная инструкция для начинающих трейдеров. Этап 1. Выбор брокера. Брокер — это компания, исполняющая торговые приказы трейдера на покупку или продажу валюты. При выборе посредника можно обращать внимание на срок его работы на рынке, количество клиентов и их отзывы о компании. Нельзя забывать и про торговые условия, величину спреда, количество валютных пар, скорость исполнения ордеров и прочее. В описании под видео вы найдете рейтинг лучших брокерских компаний. Этап 2. Открытие счета. С открытием счета все просто. Регистрируетесь на сайте брокера и вносите минимальный депозит, величина которого у различных компаний может отличаться друг от друга. Этап 3. Анализ рынка. Не стоит открывать сделки, опираясь исключительно на интуицию. Перед тем, как приступить к практике, стоит хорошо изучить теорию. Большинство надежных брокеров проводят специальные занятия по методикам фундаментального и технического анализа. Чаще всего они абсолютно бесплатны. Шаг 4. Разработка торговой стратегии и ее проверка. Универсальной торговой стратегии, обеспечивающей постоянную прибыль, нет и быть не может. Есть разные подходы к анализу рыночных движений, ими надо уметь правильно пользоваться. Торговая стратегия предполагает разработку правил входа на рынок, а также выхода из него. Проверить торговую стратегию, не рискуя реальными деньгами, можно, используя демо-счет. Новичкам не стоит забывать, что риск по сделке не должен превышать 2% от всех денег на счете. Если возможный убыток превышает 2%, лучше не открывать позицию, какой бы выгодной она ни казалась. Соблюдение этого правила поможет избежать слива капитала и сбережет ваши нервы. Шаг 5. Начало торгов. Только после того, как вы будете достаточно уверены в успешности разработанной стратегии, можно приступить непосредственно к торговле в режиме онлайн. Для этого следует выбрать объем сделки и нажать на одну из двух кнопок. Buy — купить валюту в расчете на ее рост, или Sell — продать в расчете на снижение. Очень важно не поддаваться эмоциям и не нарушать торговый план. Как заработать на валютной бирже? 6 простых советов для новичков. Совет 1. Не начинайте торговать сразу с крупных сумм. Поднаберитесь опыта, достигните стабильного дохода и ни в коем случае не торгуйте на заемные средства. Совет 2. Воспользуйтесь тренировкой на демо-счете. С его помощью трейдер может проверить не только работоспособность выбранной стратегии, но и проверить свою стрессоустойчивость. Совет 3. Непрерывно совершенствуйте навыки трейдинга. Иногда за обучение приходится отдавать крупные суммы денег, но, как правило, оно того стоит. Если возможности пройти платное обучение нет, самостоятельно изучайте вебинары, читайте книги, изучайте различные методы анализа рынка. Совет 4. Работайте только с проверенными брокерами. Работа с компаниями, которые не были проверены временем и большим количеством клиентов, может оказаться очень рискованной. Подробнее о том, как и какого брокера выбрать для торговли на бирже, смотрите в одном из наших видео. Совет 5. Соблюдайте дисциплину. Важно четко следовать разработанному торговому плану. Нарушение торговой дисциплины может привести к колоссальным убыткам или полному сливу депозита. Цены на валютной бирже никогда не движутся так, как хочется трейдеру. Поэтому стоит доверять анализу, а не интуиции. Совет 6. Не принимайте решения на эмоциях. Любая позиция должна быть открыта или закрыта исключительно на основе холодного рассудка. Если не совладаете с чувствами, никогда не станете трейдером. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!